Хотите прогуляться по Элис Спрингс сегодня? Сделаем пешеходную прогулку и прогуляемся по центральной части Австралии, по самому центру Австралии, по сердцу Австралии, по центру красного центра Австралии. И я вам расскажу, почему красный центр, кстати. Я уже снимала видео об истории Элис Спрингс, поэтому кто не смотрел и будет интересно, то я оставлю ссылку под видео в описании. Но немножко напомню вам, что до Элис Спрингс этот город назывался Стюарт в честь шотландского исследователя, который положил Центральную Австралию как раз на карту и нашел это место, и оно было пригодно для телеграфной станции, которую потом в дальнейшем уже здесь построили. И так образовался этот Элис Спрингс. А до этого, конечно, жили здесь тысячелетиями народ Аренда. Это коренные жители, которые называли это место, и сейчас называют Мбантуа. Я обещала вам рассказать, почему Красный центр. Так вот, Красный центр Австралии получил такое название из-за своего характерного такого красного цвета почвы и скал в этом регионе. И этот цвет обусловлен высоким содержанием оксида железа в почве и породах. Когда железо в земле вступает в реакцию с кислородом, то по сути оно как бы ржавеет и придает такой песку, скалам такой насыщенный красный оттенок. Давайте посмотрим на карту Элис Спрингс и поймем, куда мы идем сегодня. Итак, вообще Элис Спрингс располагается в долине русла реки Тот. Но, как вы уже поняли из моих предыдущих вообще видео, река Тот большую часть года остается сухой, и наполняется водой только после дождей. А также среди хребтов Макдоналл, которые распространяются от запада к востоку, где-то их протяженность 644 километра, и они такой, знаете, как бы сказать, параллельно такой цепочкой идут. И вот это место, видите, называется оно The Gap или ущелье. Это такой провал между вот этими хребтами. И мы сегодня начнем нашу пешеходную прогулку вот с этого места. Это телеграфная станция, которая тоже, если помните, исторически именно для Элис Спрингс играет большую роль. Потом на велосипеде мы доедем до центра. Это вот это место, это центральная часть Элис Спрингс, где находится центральная улица и магазины. И потом мы с вами закончим нашу сегодняшнюю пешеходную прогулку, это Anzac Hill. И я думаю, что мы сегодня там встретим закат, так что приятной вам прогулки! Как я вам и обещала, начинаем мы нашу сегодняшнюю прогулку с телеграфной станции. Когда-то я уже делала видео о телеграфной станции, рассказывала историю, и не буду сегодня повторяться, но расскажу вам, что можно делать вообще такого, придя на телеграфную станцию, как можно провести время. Во-первых, посетить музей. Внутри станции есть небольшой музей с экспонатами, посвященными телеграфу, также жизни первых поселенцев и культуре аборигенов региона, об украденном поколении история. Также на телеграфной станции можно погулять по окрестностям. Вокруг станции есть много различных пешеходных и велосипедных троп, ведущих к живописным местам среди холмов, кустарников. Одна, кстати, из таких популярных троп – это часть Ларапинта Трейл. В общем, можно выбрать любую тропу в зависимости от вашей физической подготовленности. Если у вас велосипед или вы просто пришли пешком, также можно просто посидеть в кафе и насладиться чашечкой кофе, зайти в магазин внутри в сувенирный и посмотреть что-нибудь себе на память, например, купить о телеграфной станции и об Элис Спрингс. В Элис Спрингс растут несколько видов эвкалиптов, включая River Red Gum, которые тянутся вдоль реки Тот, и Ghost Gum с их гладкой белой корой, создающий эффект таких призрачных деревьев. Эти деревья приспособлены к засушливому климату. Они глубоко укореняются в таких почвах в поисках влаги. Эвкалипты играют важную роль в местной экосистеме, обеспечивают тень и укрытие для животных, также являются домом для многих попугаев и других птиц.
Я сама, кстати, замечала много раз, как приятно вообще постоять в тени вот под ветвями эвкалипта и перевести дыхание от этой жары. Поэтому деревья, конечно, великолепные, с таким запахом. Вот эти, кстати, велосипедисты сейчас едут по сезонному руслу реки Тот. Это как раз то, что приняли европейцы тогда, когда пришли за реку. Но это не река, это такое временное явление. Если помните название Элис Спрингс, я рассказывала в прошлом видео. Элис – это имя жены Тода. Тод – это начальник почтового вот этого отделения телеграфной станции. Элис не была никогда вообще в Элис Спрингс, а Спрингс – это источник, водный источник. Вот вам водный источник. Как вам? Ну что, берем велосипед и поехали в город. На велосипеде вроде как 10 минут отсюда, поэтому поехали и посмотрим центральную часть Элис Спрингс, улица Тодмол, самый центр города Элис Спрингс. Достаточно короткое время, и вы уже в городе. И мы сейчас находимся на центральной улице. И мухи, конечно же, со мной, видите? Тодмол – это главная пешеходная улица в центре Элис Спрингс, расположенная вдоль русла реки Тод. Здесь находятся различные кафе. Кстати, кафе есть очень неплохие. Как-то раз я завтракала в кафе Page 27. С Леной мы пришли на завтрак. Было отличное меню, хорошая обстановка, прекрасный кофе. А вот это, кстати, помните магазин Outbush, где я купила шляпу и ботинки? Вот он здесь, тоже на улице, на этой Тодмол. На этой улице вы можете найти магазины с сувенирами. Вот Visitor Information Center для туристов. Ну и, в общем, в принципе, есть некоторые магазины, которые интересно посетить. Также улица служит местом проведения культурных различных мероприятий. Я была свидетелем такого лунного Нового года, как-то здесь маршировали, такая была процессия. И каждое воскресенье, нет, обманываю, не каждое воскресенье, сегодня воскресенье и сегодня рынка нет. В следующее воскресенье будет здесь рынок. И на рынке можно попробовать местную еду, купить изделия ручной работы. Ну, а сейчас, как вы видите, воскресенье, 11 утра, и вот так вот выглядит эта улица. С правой стороны от нас находится церковь. В воскресенье люди часто приходят в церковь. Церковь не одна в Элис Спрингс, в разных районах есть церкви и разные религии. Значит, здесь вот здание, видите, старое здание, это Аделаид Хаус, это первый госпиталь, который был построен в 1926 году по проекту доктора Джона Флина, основателя Королевской службы летающих докторов. И оно было спроектировано таким образом, чтобы сохранять прохладу в жарком климате с помощью естественной вентиляции. Но сейчас в здании расположен музей, где можно узнать о ранней медицинской помощи в удаленных районах Австралии. Также на этой улице, на Тодмоле, можно зайти в такой магазин-галерею и купить себе что-нибудь. Пожалуй, я куплю вот эту книгу и расскажу вам потом, что значит искусство аборигенов, это точечные рисунки.
Примерно вот так выглядит улица Тотмол. Отсюда можно пешком дойти до центра рептилий, можно дойти до супермаркета, до банков. Все находится достаточно близко, в пешей доступности. А заканчиваем мы нашу пешеходную прогулку по Элис Спрингс здесь, на Анзак-Хилл, наслаждаясь этим потрясающим закатом и видом на город. Анзак, вообще Хилл, это смотровая площадка в Элис Спрингс, с которой открывается панорамный вид на город и горы Макдоналл. И на вершине холма установлен мемориал Анзак в честь солдат австралийского и новозеландского армейского корпуса, которые участвовали в Первой и Второй мировых войнах. Это место очень популярно на рассвете и закате, когда красные оттенки гор усиливаются на фоне неба. И вот вы сейчас видите эти горы Макдоналл, и вообще вид, конечно, просто прекрасный. Друзья, я заканчиваю сегодняшнюю прогулку вот таким вот вечерним закатом на Анзак-Хилле. Большое вам спасибо, что вы сегодня со мной прогулялись. Если вы впервые на моем канале и вам нравится мое видео, то ставьте лайк, подписывайтесь. Я буду очень рада новым знакомствам. И до новых встреч, мои дорогие друзья. Хорошей вам недели и всего вам самого-самого доброго. Пока!